Всем добрый день. Здравствуйте, меня зовут Владимир Коломенский. Я директор компании Брюлов Консалтинг, и сегодня мы продолжаем наш большой проект, который мы называем «Большая перемена». Немножко о нем еще раз расскажу для тех, кто в первый раз присоединился к нашим вебинарам. Если можно, пожалуйста, напишите, слышно и видно хорошо ли, чтобы понимать, все ли в порядке у нас с записью и с трансляцией. Благодарю. Ну, замечательно. Тогда, собственно говоря, поехали. Буквально в двух словах, пока, возможно, еще какие-то участники нашего вебинара собираются, в двух словах расскажу про вот наш проект «Большая перемена». Мы его начали еще, по-моему, в марте. Сейчас вот я включу демонстрацию экрана. Да. Вот. И, соответственно, это вот мы делали такой большой онлайн-курс по нашим основным брендам, с которыми мы работаем. Начали мы с ZV в апреле, да, собирались в марте, в апреле начали с аудио-видеокоммутации по IP с ZV, рассказали про решение IPTV Digital Signage от компании Xterity. 2 дня у нас было очень плотных по демонстрации работы оборудования телевик, конференц-систем телевик. Затем были еще 2 более плотных дня. Это мы рассказывали о системах интегрированного управления Q. Были 2 дня курсов для программистов. И вот сегодня, наконец, мы добрались до оборудования Fohhn. Это профессиональный звук. И, собственно говоря, сегодня мы сконцентрируемся не просто на звуке вообще, а на системах с управляемым лучом. Поможет мне сегодня, или вернее, не так. Я сегодня помогаю нашему гостю, Сэмюэлю Хартману из компании Fohhn. Буквально в 2 словах расскажу о нашем с ними взаимодействии тоже. Мы с Fohhn работаем, наверное, года с 2014 или 2015. И когда мы только начинали, в принципе, было очень непонятно, сможем ли мы с этим брендом как-то справиться, потому что до нас их дистрибутировали разные другие очень уважаемые компании. И, в общем, когда так или иначе у нас вот стали складываться отношения, был вопрос, насколько долго мы сможем с ними сотрудничать. Но, как это не раз бывало с рядом других партнеров, с которыми мы начинали работать, фонд тогда начал активно заниматься очень перспективной технологией, собственно, вот управляемым лучом звуковым. И с тех пор у нас достаточно постоянно и хорошо идут проекты, связанные в основном с инсталляционными решениями, в меньшей степени с какими-то концертными, хотя в последнее время у них появились колонки, и о которых Сэмюэль обязательно сегодня расскажет, и в концертном диапазоне, тоже с управляемым лучом. И вот, собственно, на этом мы хотим сегодня сконцентрироваться. Я передаю тогда слово Сэмюэлю. Сэмюэль, hi, and please welcome. Hello, thanks a lot. Even if I didn't understand everything entirely, I have to say nothing. Всем здравствуйте, и Сэмюэль всех приветствует. И хотя он не все понял или почти ничего не понял, он рад начать. But I'm very happy of being here and being with you, Vladimir, here, and being with all you guys and let's say girls here. So thanks a lot for being here. Да, и спасибо, что вы все присоединились к нашему мероприятию сегодня, и мы, собственно, начинаем. I'm just now sharing my screen, and hopefully you see now my browser, right? Yes, Perfect. Да, и мы видим экран Сэмюэля. What we are going to do today is I'll go through very shortly through our company so that you get, in case that you do not know us, a short idea about our company. Начнем мы с того, что я очень-очень кратко расскажу, в принципе, о нашей компании. Then I will explain the background of Beam Stearing technology, the idea. Затем я расскажу о том, что из себя, в принципе, представляет система с управляемым звуковым лучом. Then we'll have a look at the different products in our portfolio which offers beam steering capabilities.
Затем мы пройдемся по линейке продукции, которая есть у нас в портфеле, который вот обеспечивает такой функционал. And then we can see how we apply beam steering technology in our own simulation software. So we have a simulation software for room acoustics, and there we can use all Fohhn speakers, but also Fohhn beam steering speakers. И, соответственно, далее мы посмотрим, как вот все эти колонки можно расположить и использовать в нашем программном обеспечении по моделированию акустики. И, собственно говоря, там можно использовать как стандартные акустические системы Fohhn, так и системы с управляемым лучом. Вот такой у нас план. And then we'll see if we have still time, we can still have a short look on other interesting products, but we'll see how we move forward within the time. Да, ну и посмотрим, останется ли у нас какое-то еще время на другие интересные какие-то фишки. Будем смотреть, насколько быстро будем продвигаться. Now you see already our company. We are a German-based company. Here you see our newly built building where we are manufacturing all our equipment made in Germany. И, соответственно, вот это вы на экране видите наш новый офис, где мы, собственно, и работаем, и где расположено все наше производство. Находится он в Германии. In Corona crisis, we just did face shields with our 3D printers. Just this as a short side story. Oh, sorry. И, среди прочего, вот во время коронавируса они начали заодно производить и вот такие вот экраны для лица. So if you still need one, let us know, and we can ship it to Russia. Если вдруг еще нужно, сообщите. Но это понятно, они делали в рамках каких-то программ помощи. Да, это была волонтерская программа помощи государства. Yep. So our company, I said, all made in Germany. Все мы производим у нас в Германии. Here you see a 3D printer which we are using for the prototyping of waveguides. Здесь вот на 3D принтере вы видите на фотографии мы делаем прототипы waveguidов для наших систем. On the right side, you see a 3D robot to measure balloon data, which is used for development, but also afterwards for simulation. И справа вы видите, соответственно, so it's a robot, you said? Yes, it's a robot. You can turn it in all dimensions. Это, получается, они вот вешают вот эту колонку, ну, любую акустику, получается, на вот этот вот роботизированный механизм, он крутит эту акустическую систему, они, соответственно, получают характеристики звуковой системы, что она, собственно, выдает вовне. Still some pictures on production, but here we see the full Fohhn beam steering portfolio. Вот на этой фотографии вы видите полную линейку всех звуковых систем, акустических систем, которые имеют функционал Beam Stearing, то есть управляемого луча. From my knowledge, we offer the widest range, largest range of real-time beam steering solutions in the world. И вот насколько Сэмюэль знает, компания Fohhn имеет самую широкую линейку в мире по производству звуковых систем с управляемым раскрывом луча, которыми можно управлять в реальном времени. Our products or our company is also specialized in customization, so you can get all the products in RAL color, but also in specialized texture design. И у нас очень много кастомизаций в проектах, поэтому мы можем делать акустику, большинство из наших моделей в любой RAL цвет красить, а также можем делать различные текстуры. Вот примеры вы здесь видите тоже на экране. And in these days, we even offer different solutions with different sizes. So you can adapt the speaker size to the screen size. For example, you put a speaker beside a screen and adapt it. И более того, мы сейчас начали даже делать звуковые колонны, которые могут иметь различную длину. То есть мы можем под ваши задачи изготавливать акустические системы различного размера, по большому счету, которые будут соответствовать дизайну помещения. Here you see the Fohhn workflow. Здесь вот вы видите, как осуществляется рабочий процесс в Fohhn. We have a simulation software to predict the results, so it's used as a planning tool. То есть сначала у нас есть планировочное решение. Это программное обеспечение Fohhn Designer, которое позволяет делать это программа акустического симулирования, по сути.
Then there is another software which is used to adjust on-site the characteristics of amplifier or beam steering product, so all Fohhn speakers. Далее у нас есть следующий программный продукт, который называется Fohhn Audio Soft. Это уже система, которая позволяет в реальном времени управлять акустическими системами на объекте и усилителями. You see all the products are in one network, however the network is created, but one altogether controlled. И дальше вы видите, что все наши устройства, они находятся в сети, и, соответственно, мы можем ими управлять вот через вот сеть, которая у нас называется Fohhn.net. Important for us is also the quality insurance. Разумеется, для нас также важна гарантия качества. This is not only limited to the process of manufacturing. Within we have many stations where each product is checked. И понятно, что это не ограничивается производством. Разумеется, у нас есть различные точки, на которых мы проверяем качество производства. But we go also on site with our customers, together with you as distributor, to ensure on site the quality of the adjustment of the speaker. So our quality control goes till the end of the project. Но также мы можем приезжать вместе с вами на объекты, где настраивается оборудование, и помогать в настройке для того, чтобы результат был самым наилучшим из всех возможных. And there we have our own, you see it on the picture, our own software to measure. И для этого у нас есть тоже свое программное обеспечение, которое позволяет делать настройку непосредственно на объекте. What we've done, I just show you two simple pictures which seem quite strange in these days with Corona. Покажу вам буквально две картинки, которые в сегодняшнее время выглядят довольно странно во времена всего этого вируса. For example, we've equipped many cruise ships. Например, мы оснастили большое количество круизных лайнеров. But our systems are also worldwide used for concert, also big concerts in arenas. И, разумеется, наши акустические системы широко используются в концертных залах, на больших аренах. But in these days, we are also refocused on our core. Но также сейчас мы начали больше и больше концентрироваться на средних инсталляциях. And even extended our range to the small applications like very small conference rooms. И сейчас даже делаем решение для совсем небольших конференц-залов. Вот вы здесь видите на фотографии саундбар под телевизором. Excellent. And so this is one of the products that we offer, scale product without any subwoofer and in combination with a small budget-orientated amplifier, but in phone quality. Ага, и, соответственно, вот такой пример, вот новая линейка компании Fohhn, которая называется Scale, она как раз вот предназначена для небольших переговорных, где используется такой вот небольшой усилитель, достаточно бюджетный, и можно выбрать 2 или 4 колонки вот из типов, которые здесь представлены. И они обеспечивают, тем не менее, несмотря на относительную бюджетность в рамках цен Fohhn, безусловно, тем не менее, они обеспечивают очень хорошее качество без использования сабвуфера. And the idea is always the same, so it's valid for the small product range, but also for the big systems. For all systems, we consider it always as one system. So amplifier and passive speaker, for example, or in beam steering products, all combined. Ну, то есть в любом случае мы как бы стараемся использовать в компании системный подход, независимо от того, используем мы усилитель с пассивными колонками или активную акустику, как вот мы будем сейчас рассматривать с точки зрения управляемого луча. And now we are entering the topic why you are here, Fohhn Beam Stearing. Собственно, то, ради чего мы сегодня собрались, это Beam Stearing колонки, то есть колонки с управляемым раскрывом луча. The first question is, why using line source speakers? Первый вопрос. Почему вообще использовать линейные источники? Да, линейные источники.
If you have a point source speaker, the sound will be emitted to all directions. Если мы используем точечный источник звука, то звук распространяется во всех направлениях. This means if you are seated somewhere in the listener areas, you will get direct sound, but also reflections, and all the emitted sound means also diffuse sound. Соответственно, если мы находимся в слушательской зоне, то мы получим как прямой звук, так и отраженный от стен звук. The further you go away from the source, the more you have diffuse sound. И, соответственно, чем дальше мы будем отходить от источника звука, тем больше мы будем слышать отраженного звука, а не прямого. And that's now the idea of using a line source speaker. It doesn't matter if beam steering or a passive line source. Поэтому вот есть как бы подход использовать звуковые колонны, то есть линейные источники звука. Неважно, это будут колонки с управляемым раскрывом луча или просто звуковые колонны стандартные. And go very directed with the sound to the audience. And then you do not send any energy to the ceiling, for example. И этот подход, он позволяет максимально сфокусировать звук и направить его непосредственно на слушателей и не отправлять звуковые волны в сторону потолка, например. Means line source speaker means less excitation of the room, hence less diffuse sound. Ну и, соответственно, то есть использование линейного источника означает, что мы избегаем излишних отражений в помещении, и, соответственно, звук становится больше прямым и меньше отраженным. So as I said, valid for passive and active speakers. И это, как сказал уже Сэмюэль, относится и к активным, и к пассивным колонкам. Now, I have to highlight that the size matters of such a column. Но надо, конечно, отметить также, что значение имеет также и размер колонки. Imagine we have a speaker, for example, a passive line source speaker, and we have a very low frequency. The wavelength is longer than the speaker. Предположим, мы используем звуковую колонну, пусть будет пассивная колонка, и мы направляем на слушателей низкочастотный звук, у которого, соответственно, длина волны будет больше, чем длина самой колонки. This means that we cannot control the frequencies, and even if it's a line source speaker, for this frequency range, it's a point source speaker. И поэтому получается, что вот для низких частот в данном случае мы не можем никаким образом ими управлять. И с точки зрения низких частот этот звуковой источник будет точечным источником звука, а не колонной, не линейным. If we go up in frequency, the wavelength will become shorter and comes into the range of the speaker. Мы начинаем увеличивать частоту звука, и, соответственно, на определенной частоте, более высокой, длина волны становится соразмерной с длиной самой звуковой колонны. There we get already a directed sound, and if we go higher, тогда у нас уже получается направленный звук. А если мы берем еще более высокие частоты? If we go higher, we have even a more controlled sound. И, соответственно, тогда мы получаем еще более управляемый звук. Here you can see the relation between frequency and wavelength, so you get an idea how long a speaker has to be to control a certain frequency. И, соответственно, вот здесь вы видите таблицу длин волн, и, соответственно, можете понимать, какой длины должна быть звуковая колонна, чтобы управлять звуком той или иной частоты. As we have highest interest of having the same characteristics over the entire frequency range, we split the frequencies. Поскольку мы хотим, чтобы у нас были равнозначные частотные и прочие характеристики для звука, направленность и так далее, мы, соответственно, разделяем источники звука. This means that for a passive speaker we have up to 4 ways, so the line of the length is getting shorter with higher frequency. Can you say it again, please?
Okay, for passive speakers, we have up to 4 different ways. So, in fact, the length of the speaker is adapted to the frequency range. If it's 2 meter 20 long, high frequency is still a short column. Ну, то есть получается, что нам необходимо разделить звук на там, буквально до 4 частей для того, чтобы иметь возможность максимально управлять и низкими, и высокими частотами. In short, we can say, the longer the line, the better the control. Попросту говоря, чем более длинная колонна, тем лучше будет управление. Yeah. So then we know size is important and move to the question, why beam steering? So far, it's also valid for passive. Now the question, why beam steering? Итак, теперь мы знаем, что размер, длина колонны также имеет значение, но тогда следующий вопрос. Почему мы говорим о направленном луче? Почему нам важно иметь возможность управлять лучом? Imagine you have a passive line source speaker. Предположим, у нас снова пассивная звуковая колонка. The sound will go out straight. Звук из нее будет выходить вперед. What will you do on site if you have such a speaker? И что мы будем делать на объекте, если у нас такая колонка? You will tilt it down. Мы ее наклоним, разумеется. To avoid that you to hit the back wall. Для того, чтобы звук не отражался от задней стены. And at the same time you want to reach the listeners which are sitting here. И вместе с тем для того, чтобы максимально покрыть зону слушателей. Now the main question, if you have one straight speaker, beam steering speaker, how do you achieve that you adjust the beam electronically? Теперь вопрос, а как сделать так, чтобы не наклоняя колонку, наклонить звук электронно, то есть направить звук в данном случае вниз электронно? The technology is principally known also from other domains like antennas, and in these days you might also know the microphone arrays and so on. В принципе, технология известна, она уже применяется, например, и в антеннах, а сегодня и в микрофонах тоже она применяется. This means we've not invented the technology itself, but we've been the first in applying this to pro audio equipment. То есть, по факту, мы не изобретали колесо, но мы были первыми, кто начал это применять в профессиональном звуке. Coming back to the question, how does it work? Возвращаюсь назад, как это работает. You can imagine that we are using a physical speaker and representing a virtual speaker, which is physically not there, but virtually just behind the actual speaker. Мы можем представить себе, что вот есть физическая колонка, есть некая виртуальная колонка, которую, собственно, мы как бы наклоняем. You can imagine here are the drivers inside in the physical speaker, and we have also a corresponding virtual speaker here inside the virtual column. И, соответственно, в нашей настоящей колонке, в нашей виртуальной колонке мы как бы имеем громкоговорители, которые в них встроены. In the simplest case, we could apply a delay on these speakers to achieve the dispersion of this virtual speaker behind. И в простейшем случае мы можем просто применить задержки для того, чтобы достичь того же результата, который мы достигли бы, наклонив эту звуковую систему. In other words, this means we are shifting the mechanical curving, also known from line arrays and so on, into the digital domain with all its benefits. То есть получается, что мы вот этот механический наклон как бы виртуально переносим в физическую форму такую. What is the requirement? Что для этого требуется? We can have a look at the schematics of such a speaker, which is by definition active. Мы можем посмотреть на схемотехнику этой колонки, которая по определению является активной тогда. You see here different speakers, different chassis, and each driver, each speaker is driven by its own amplifier channel, and each amplifier channel gets its signal from a beam control DSP. И, соответственно, вот вы здесь видите, что внутри звуковой колонны есть
массив из громкоговорителей. Каждый из них получает сигнал от своего канала усиления, а канал усиления, соответственно, получает сигнал от процессора обработки сигнала, который вот здесь на схеме называется процессор управления лучом, Beam Control DSP. This means for this series, which you see here, we have, for example, up to 32 single speakers inside one unit. И вот, например, вот для вот этой колонки, которую мы здесь видим, в зависимости от модели есть до 32 акустических систем, до 32 драйверов, которые находятся внутри колонки. And now the question, what is the benefit? In fact, there are two main benefits. И теперь вопрос, а что это, собственно говоря, дает? Есть два основных момента. The one point is the visual integration, so I can hide the speaker entirely because it may remain straight at the wall and I can put a cloth in front of it. Первое – это то, что мы можем… Это визуальный эффект, то есть мы можем спрятать эти колонки. Вот видите, Сэмюэль сейчас показывает как раз, что их практически не видно. То есть мы можем их поставить вертикально и закрыть какой-то тканью акустически прозрачной. And I have benefits in acoustical challenging environment. И кроме того, у нас есть преимущество в акустически сложных помещениях. And of course, I can adapt it precisely to the requirements on site. So I bring the sound to the location where I need it. И мы можем очень точно направить звук именно в те зоны, в которые нам необходимо. And then there is still a third point, which И, соответственно, еще третье преимущество. Which is the flexibility related to this digital system. So you can press a button and it will change the setting according to a different scenario, for example. И это гибкость. То есть мы можем просто нажать кнопку, и поскольку система полностью цифровая, она одномоментно переключит сценарий своей работы с одного на другой, если это необходимо. So now you have an idea why we are doing Fohhn Beam Stearing technology. И теперь, соответственно, вот у вас есть общее понимание, зачем мы, в принципе, делаем вот такую линейку акустических систем. Here, once again, as an overview, the different ranges. So we are starting from quite small products, but going up to large concert sound system and applying the same technology also to sub-arrays. Соответственно, здесь еще раз, вот вы видите, что у нас есть несколько линеек звуковых систем с управляемым лучом, начиная с достаточно небольших и заканчивая большими концертными системами. И также мы тот же подход используем для построения сабвуферов, тоже с управлением лучом. First, I go now to the first series called Linear Focus DLI. Yeah, there is one question, Samuel. Before we go to the technical things, you said during the introduction that Fohhn was the first one to introduce the beam steering, and there is a question: what about Renkus-Heinz? Yes, what I said is the first in pro audio. So the difference is formerly this was more limited to voice alarm systems. Mm-hmm. And our products, they are different because they sound natural. They can be used for music. So this is that's right. Conceptually, there are this technology exists already a certain time, but we've been the first in applying this to pro audio. Да, то есть вот Александр, Сэмюэль поясняет, что действительно технология была уже как бы и известной, были Renkus-Heinz, а на самом деле и были и другие, кто производили такие системы, но они больше были сфокусированы на системах больше речевого диапазона, а Fohhn именно первыми это вывели именно на профессиональный звук. Yeah, thanks, Samuel. Евгений спрашивает, как быть с небольшими помещениями. Я думаю, что мы до небольших помещений просто еще дойдем. Samuel, there is also a question, what about the smaller rooms? But I think that we will cover this later on, right? Yes. Okay. So I go now through the different series
I show it also in the software, and I show some examples, so you get an idea where it's used. То есть очень скоро как раз мы посмотрим различные примеры проектирования таких систем на разных типах помещений и, собственно, постараемся все это как раз рассказать. The first series, as mentioned, is, so to say, the smallest one with 4-inch drivers called linear focused DLI. Соответственно, первая линейка называется линейная Focus, колонки серии DLI. For all our products, it's true that the control is done in real time through our software. So here you can see also a picture of a PC. И, соответственно, вот так вот, поскольку у нас все настройки делаются в реальном времени, то вот так вот примерно оператор видит, как он управляет лучом и параллельно слышит, что происходит, какая разница. Available in 4 different sizes, from 1.30 m up to 4.30 m. Колонки эти есть в 4 различных размерах, от длины от 1 метра 30 сантиметров до 4 метров 30 сантиметров. Available for fixed installation and mobile use. Они могут использоваться как для фиксированных инсталляций, так и в мобильном использовании. And here, coming back to the initial question, here you see the difference in high power amplifiers inside. So other Fohhn products, they used small amplifiers. We have now amplifiers which are able to reproduce also music and long excursion speakers inside. И, соответственно, вот говоря про усилители тоже, то есть, опять же, усилители, которые обеспечивают возможность работы именно с широкой частотой, широким диапазоном частот, и, соответственно, внутри используются также драйверы, которые также могут обеспечивать широкий диапазон. Here below you see some applications, typical applications of these speakers. So they are covering from very small conference halls up to large venues. И здесь мы видим основные приложения, в которых мы можем использовать такие колонки. И это могут быть и небольшие какие-то залы, и до достаточно больших помещений. And I guess that's also, or might be a question from your side. So for which rooms I apply which product? Да, то есть здесь мы также можем задаться вопросом, какие колонки для какого типа помещений подходят. And just to give you a rough idea, the 1.30 meter long line I would personally use for 10 to 15 meters. Of course, it's always depending on the acoustics of the room. Ну и, скажем, вот колонки, которые 1.30 метра, самые маленькие, их можно использовать, условно говоря, там в помещениях с длиной 10-15 метров. 2.20 meters for 20 meters. Следующая модель 2.20 метра для помещений длиной до 20 метров. And so on, so 3.30, 4.30 for a corresponding longer lines. But you have also to keep in mind it's also a question of the feedback of the microphone. So it's a question of positioning. То есть, разумеется, это также еще и вопрос позиционирования, поскольку есть моменты, связанные с акустической обратной связью. Samuel, can we also answer a question with regards to the opening angle? So how wide is that? Yes, horizontally it's fixed by definition, so there we have no choice. То есть в разрезе горизонтального раскрыва у нас это фиксированный угол, то есть тут мы ничего не можем настроить. And vertically we are completely flexible, and this I will show in the software. Вертикально мы полностью гибкие, и это вот он как раз расскажет. But can you just give an estimation on the horizontal angle so that horizontally is 90 degrees. То есть, Анатолий, то есть вот горизонтально это угол 90 градусов получается, а вертикально Сэмюэль покажет, там очень широкие возможности. Вот. И, наверное, что касается вопросов, я обязательно буду по ходу нашего мероприятия задавать Сэмюэлю вопросы. Будем просто выбирать какую-то паузу, чтобы мы могли двигаться дальше. И вот на все вопросы, которые будут по ходу, мы обязательно на них ответим. Yeah, let's go, Сэмюэль.
Of course, we have many features inside the product. At this page, I'd just like to highlight we have different input options. So it can be Dante, it can be Fohhn area, which is AES view, so AES view input, optocore, analog. So there is the full choice. И понятно, что эти колонки, они имеют достаточно широкий функционал, помимо того, что они просто колонки. В частности, например, мы можем выбирать тип сигнала, который мы будем на них подавать. Это может быть Dante сразу, это может быть цифровой сигнал, который они называют Fohhn area, по сути, это цифровой AES EBU, это может быть оптокор, это может быть просто аналоговый сигнал. And now I go quite fast through some applications just to give you an idea of what can be done. Maybe as while you're translating, I also continue in showing. И пока я буду переводить, то есть Сэмюэль хочет быстро-быстро показать некоторые варианты приложений, которые могут использоваться вот системой DLI, системами DLI. То есть вот so you see all different kind of applications, museum. То есть вы видите здесь музеи, mobile system for conferencing, мобильные системы для конференций, вот здесь вот видно, placed on a subwoofer. В том числе их можно совмещать с сабвуферами. Speaker integrated into a cross, quite interesting project. So inside the cross in a church there is the speaker inside. Вот был пример такой, когда в церкви интегрировали звуковую систему прямо в крест, вот здесь вот. But also in large-scale applications like Abu Dhabi Midfield Terminal, we've used it for voice alarm. Но также мы использовали и на больших объектах, конечно, например, вот в терминале Midfield аэропорта Абу-Даби также используются наши системы для системы оповещения. Coptic Cathedral, biggest church in Middle East, also fully equipped with Fohhn speakers. Коптик, кафедральный собор в Каире, который является самой большой церковью на Ближнем Востоке, также используется вот системой DLI. Other churches, I go through it, church in Berlin used for chess concerts, so there is also a sub-array integrated. Ну и кроме того, вот в других церквях вот здесь вот они используются и для концертных вариантов, поэтому здесь у них использовались, вот здесь Сэмюэль показывает, где сами колонки, также у них использовались массивы из сабвуферов. TV studio. На телевизионных студиях, ну, здесь тоже видно. Churches, parliament buildings, so all kind of conference applications. В парламентах, различных конференц-приложениях. Yeah, other churches and a lot of universities, all kind of amphitheaters are using Fohhn. И много университетов, различные амфитеатры, аудитории и так далее. I just go quite quick through it because the next point, I think that's the really interesting one, to see it in action. Но мы пробежались быстро, хотим уже показать непосредственно, как это все работает. Here you see our tool for adjusting any kind of Fohhn component. Здесь вот вы видите наше программное обеспечение для настройки каждого компонента. So we have exactly the same parameters for EQing and so on, 10-band multiband EQ for any type of Fohhn DSP amplifier. Здесь у нас, соответственно, настраиваемые параметры процессора в усилителе. But also for Beam Stearing speakers. Но помимо усилителя также и в самих колонках. I add an offline device because right now I don't have it connected here, so I just work with the offline device. Мы будем работать сейчас в офлайн режиме, поэтому я просто в офлайн режиме добавляю акустическую систему. So you can do it this what I'm doing here also easily at home. Just download the software for free and you can try out any Fohhn device virtually. Вы можете сделать ровно то же самое, что делаю сейчас я у себя дома, поскольку это программное обеспечение можно просто скачать бесплатно с сайта Fohhn. I select DLI 230. Мы выбираем колонку DLI 230. Now I see the output channel. I have here, just by the way, you see input channels where you have full processing, output channels where you have full processing. Соответственно, то есть мы можем видеть входные каналы, мы можем видеть выходные каналы и всю обработку по ним.
But the interesting point is for sure in this case the beam Но steering в window. данном случае нас интересует прежде всего управляемый луч. So now when I'm changing anything here in the software, this will happen automatically to the device. So if the device is connected, this is always acting immediately. И, соответственно, вот что бы я ни изменял здесь в настройках, в тот же момент это происходит и непосредственно в колонке. I don't have to upload data, so that's very important. The real-time beam steering allows me to precisely adjust the system on site. То есть нам не надо что-то сначала сделать в интерфейсе, потом это залить в колонку. То есть мы это делаем в реальном времени. Это очень важно, потому что это очень удобно. I'm not limited to one device. I can also control several devices at the same time with И the beam steering. я не ограничен одной колонкой, то есть я могу одновременно управлять сразу несколькими акустическими системами из этого софта. Now what you see here the simulation window where we have a white bar corresponding to the speaker. Соответственно, здесь что мы здесь видим? То есть вот эта вот маленькая белая линия, она представляет собой громкоговоритель. And we have a side view on it where we see here at the bottom the meters. Соответственно, вот по оси X отложено расстояние в метрах. At the right side, I have the parameters to control the speaker. Справа, соответственно, параметры, с помощью которых мы можем контролировать в колонке. Now, what are the important points? First one is you see here principally the dispersion of a passive line source speaker. В данный момент вы здесь видите характеристики пассивной колонки, обычной звуковой колонны. You see that the sound is very directed already, but still some energy is thrown to the ceiling. Мы видим, что здесь уже звуковая волна достаточно направлена, но тем не менее определенная часть звука все равно направляется в сторону потолка. By applying the side lobe algorithm, I can suppress the energy, so lower the energy which is thrown to not required areas. Но применяя алгоритм, который ограничивает вот эти вот боковые выбросы, так называемые side lobes по-английски, мы можем значительно улучшить характеристику. Click on it, and мы 60 кликаем, dB is less in this frequency range. И мы получаем на 60 dB less. 20 dB, sorry. 20 dB less. И здесь получается теперь на 20 дБ меньше вот в тех местах, в которые нам нежелательно отправлять звук. So now I have a much more direct sound at a listener plane. То есть теперь у нас намного более направленный звук получается. Now the question is, how can I control it? So I can just turn here the mouse wheel and it will tilt down the beam. И теперь the вопрос... visualization is even a bit slower than reality, so you hear it immediately. Как мы это делаем? Я просто колесиком мышки, соответственно, двигаю вверх-вниз, и, соответственно, получается, вот луч изменяет направленность, и это происходит даже по факту в реальности быстрее, чем мы видим вот на интерфейсе. Ну, по сути, одновременно. And I can adjust it by 0.1 degree steps. That's important if you think about long distance. 1 degree is already a lot. И я могу управлять вот этим наклоном по 0.1 по 0,1 градуса. То есть, если мы говорим о больших расстояниях, то, в принципе, 1 градус – это уже большая разница. Поэтому вот у нас настолько прецизионная настройка получается. So, answering to the question how far I can go, you see I can go to minus 40 degrees, but be aware that the further you go out, you get also drawbacks. Here you see some energy is still thrown to the ceiling. Соответственно, но чем дальше мы, то есть мы можем, so you said we can go minus 40 degrees, right? Plus minus 40 degrees, but at the corners you have some drawbacks. Окей, то есть мы можем по вертикали, то есть вверх-вниз направлять колонку на плюс-минус 40 градусов, но если мы выходим на какие-то пограничные значения, то там уже начинаются некоторые выбросы все равно вот эти. So I can change the inclination. The second point, I can change the opening angle.
То есть первое, что мы показали, это мы можем изменить угол наклона. Второе, что мы можем изменить, это угол раскрыва. And there I can go up to 90 degrees opening angle. И здесь мы можем сделать от 90 градусов раскрыв. And also interesting, I can enter negative values. И также интересно, что я могу также вводить и отрицательные значения. I enter negative values minus 30 degrees and have a close look to this area here. Just И тогда вот посмотрите вот на эту вот зону возле колонки. You see that here we get a kind of empty spot, which allows us to use microphones there. То есть здесь мы можем сделать таким образом вот такую пустую точку, пустое место для того, чтобы обеспечить возможность человеку работать с микрофоном без обратной связи. That means I have more gain before feedback in this area, and that's also application that we have speakers sometimes behind the podium and still working correctly. И поэтому вот у нас бывают приложения, где колонки находятся позади сцены, и несмотря на это мы по-прежнему можем обеспечить работу докладчика с микрофоном. What else can we do? We can shift the center, especially if we have very long lines. There might be an interest of shifting the acoustical center to another position within the line. И кроме того, мы можем изменить акустический центр для того, что тоже бывает иногда необходимо. And can you show it with the mouse? Where is the center now? How you change it? Yes. So the center is here in the middle, and you see the center here on the right side where I can move it from 0% to 100. So from bottom to top, and the default value is simply in the middle, 50. Okay, meaning that the center can be either on the bottom or on the top of the speaker. Yeah, or even somewhere in between. So you can modify it where you need it, where you like it. Соответственно, двигать вот этот акустический центр, он может как бы располагаться внизу колонки, вверху колонки или в любом месте между верхом и низом. Then I can also do a second point. I can apply a second beam. So I put also side lobe optimize directly. И кроме того, что мы можем сделать, мы можем разделить исходный луч на два и сделать такое вот управление двойным лучом. What's the interest of it? You see already or can imagine this could be used for balcony. Ну, понятно, что такой подход может использоваться, например, для балконов. But also I can create asymmetric beams, meaning also it's a kind of a front fill system. So if I have a main beam, then I can use a second one just to use it as a front fill. Ну и второй пример, где мы можем это использовать, это для озвучивания ближней зоны. То есть тогда у нас есть основной луч, который озвучивает основную часть помещения, и второй луч, который предназначен непосредственно для ближних рядов. So you can see I can get a very even И, как вы видите, вот мы можем таким образом реализовать очень равномерный звук практически от самого начала, от самой колонки или близко к ней до достаточно больших расстояний от нее. Time is running too fast. We have to continue without entering too much into detail. We have a second series called DFM. Время летит, и мы переходим к следующему типу колонок, которые называются DFM. What's the background? Simply with DLI, you reach at a certain point limits. Зачем нам нужна эта серия? Дело в том, что с колонками DLI в любом случае у нас есть определенные ограничения. So if you are talking about power and distance. Если мы говорим о мощности и расстоянии. Therefore, we have DFM, a modular system consisting of low mid-range modules and high-frequency modules. И здесь следующая линейка, которая называется Focus Modular. Соответственно, в ней есть два типа колонок. Это колонки со низкими частотами и, соответственно, высокочастотный модуль. Imagine you have an opera house like Opéra de Bastille in Paris. Например, вот есть у нас
оперный зал, например, вот опера Бастилии в Париже, которую они делали, with 2 balconies. с 2 балконами. Now we create a setup of a high frequency unit at the bottom and 1 high frequency unit at the top. И, соответственно, мы делаем вот такое решение, где у нас высокочастотные модули расположены внизу и вверху, как And видите здесь синим цветом. in the middle, 3 low mid-range modules. И посередине 3 средне-низкочастотных модуля. By applying the beam steering technology, you can see precisely we can reach any position even if you are at the farthest point below a balcony. И за счет того, что мы применяем технологию управляемого луча, мы можем равномерно покрыть вот эту зону даже в самых дальних и в самых неудобных частях помещения. And at the same time, you have an entirely straight array and you don't see any speaker. So you are sitting there and you get perfect sound without seeing any ugly speaker. И при этом мы по-прежнему сохраняем вот такую тонкую длинную колонну, которую мы можем интегрировать в дизайн помещения, и люди их, в принципе, даже не будут замечать. With the low mid-range, we are using 2 beams, so that's less critical of going around this area. And so the hall is covered entirely. Для средне-низкочастотных модулей они используют технологию с 2 лучами и, соответственно, точно так же покрывают всю слушательскую зону. Imagine a conventional line array. It wouldn't look nice, and you have still to add additional speakers below these balconies. В случае со стандартными звуковыми массивами, соответственно, во-первых, они выглядят не так элегантно, как колонки, и, во-вторых, в любом случае требуется подзвучка балконов дополнительная. Afterwards, or here's some pictures of typical applications. So we've done a lot of theaters and opera houses with this system. Соответственно, вот есть некоторое количество картинок, которыми Сэмюэль хочет поделиться, фотографии с объектов. Они сделали много-много опер и театральных залов с помощью вот этого подхода, с помощью этих акустических систем. And typical is you don't see any speaker. Once more, here very small black line. И, соответственно, вот что типично, эти колонки незаметны. Вот здесь вот Сэмюэль показал вот просто вот такая вот небольшая линия. TV production also used. На телевизионных съемках также они часто используются. Fixed installation conference halls. I skip it also used for live concerts where you don't see any speaker once more. И, в принципе, точно так же эти же колонки могут использоваться и на живых мероприятиях. Go fast through it and двигаемся дальше. Continue with our next series. So FM also, or DFM, has also its range where it fits perfectly and the power is absolutely sufficient. And then there is a point where you say, okay, I need more level, I need more power, and there we just created for the Focus Venue series. И, соответственно, двигаемся дальше для тех задач, где требуется максимальная мощь, то есть для туринга, для каких-то очень больших площадей. Это линейка, которая называется Focus Venue, недавно представленная компанией Fohhn. And the approach is quite similar. We focus modular, so it's also a modular approach with dedicated high-frequency modules. И, соответственно, здесь очень схожий подход, то есть есть также соответствующие высокочастотные модули. I switched just here in, so this is how it looks like. And вот так вот эти колонки выглядят. Say clearly the future of the line array is straight because we consider it as the new concept of a conventional line array. И, соответственно, вот здесь у них их слоган – это будущее line-array'ев прямое, потому что в компании Fohhn они считают, что line-array в будущем будет вот таким. And why? Because the performance is the same as a conventional line array concerning the power. Потому что мощности и другие характеристики ничуть не уступают стандартным line-array'ям. It's a cardioid system. Это кардиоидная система. With integrated amplifiers from us. С интегрированными усилителями компании Fohhn.
And I have all the benefits of beam steering. Means И вместе с тем у меня есть все преимущества подхода направленного луча, управляемого луча. Means all the flexibility, the possibility to recall existing presets like we know it from digital mixers. То есть это возможность вызывать пресеты, то, что мы привыкли, например, делать с использованием цифровых микшеров. And acoustically, I have the benefits of beam steering technology regarding the excitation of the room, so more precise, more direct sound. И снова мы за счет вот того, что мы управляем лучом, мы получаем более прямой звук, меньше лишних отражений в помещении. And at the same time, I have the advantage by the dedicated high frequency modules that I put the drivers very close together. So I don't have anymore the effects of a conventional lineary where you have the interference between high frequency units between the modules, which create at the end confilter effect within your field. И, соответственно, еще один такой момент, что за счет того, что они размещают драйверы в высокочастотных модулях очень-очень близко друг от друга, то, соответственно, у них нет эффекта гребенки, который зачастую возникает в стандартных линейных массивах, когда драйверы расположены на определенном расстоянии друг от друга, и, соответственно, возникает вот этот вот комп-фильтр, так называемый. And we offer all accessories which you expect from a professional pro audio lineary. И, соответственно, также у нас есть все аксессуары, которые предполагаются для профессионального использования, как и в линейных массивах. Including subwoofers with Fohhn technology. И включая сабвуферы с технологией подвеса. And our powerful amplifiers. So these all the Fohhn amplifier range, also the beam steering. So beam steering product and higher amplifier range. It's 100% made by Fohhn. So we are not using their OEM products. This is really our own development, and we are very proud of that. И то, что касается звуковых систем, и то, что касается усилителей, все полностью разрабатывается и производится компанией Fohhn в Германии, то есть у них нет никаких OEM-производителей в этом смысле. Controlled by the same software. Here you see typical configuration, how it's controlled by the software. Тот же самый софт, который мы показывали, с его помощью происходит управление. Вот здесь вот конфигурация стандартная. And here you see some examples about the modularity, so you can combine it at the end as you like to fit the requirements on site. И, soответственно, вот здесь вот показаны различные конфигурации в зависимости от задач, которые вы можете использовать на объекте. At this point, due to the time, I also go further a bit faster. So the last point for beam steering is the sub-array. So we do simply the same with all kind of Fohhn subwoofers. And и, соответственно, что касается сабвуферов, то мы используем ровно тот же подход, то есть мы используем массив из сабвуферов для того, чтобы управлять характеристиками направленности и для низких частот. One word about remote. We offer all kind of different integration into media control system. For example, through Ethernet with TCP text protocol UDP RS485, RS232. С точки зрения удаленного управления у нас есть все стандартные необходимые варианты, то есть Ethernet, RS485 и другие. For large-scale projects, in one way or another, we offer also direct fiber solutions. So if you think about a large venue system, but if you think also about airport applications where you have large distances or a shopping mall, then we can access the devices directly with fiber through a Dante network, and we have audio and control at the same time. И, соответственно, также у них есть интерфейсы для того, чтобы работать на больших объектах. Например, вот если говорить об аэропортах или больших торговых центрах, то мы можем передавать данты и управление через их интерфейсы по оптоволоконным линиям. Here you can still see the principal approach. You have an Ethernet network, redundant fiber, could be also copper cable with Dante, access the speakers,
and by running Fohhn Audio software, you can control all these speakers in the same network. И, соответственно, вот мы можем, ну, здесь, собственно, показан принцип, то есть мы можем использовать как обычные медные линии, так и оптику. Можно использовать прокладку дополнительных кабелей для того, чтобы, соответственно, в случае, если один перебит, то чтобы система продолжала работать. И, в общем, стандартные подходы. And now I ask you for a few additional minutes because I'd like to show you our Fohhn Designer. So this is our latest software for planning. И, соответственно, сейчас в заключительной части нашего рассказа мы хотим показать самую последнюю разработку в компании Fohhn с точки зрения софта. Это софт для акустического симулирования, моделирования. It's an entire browser-based software, so you don't need to install anything on your PC. It's running only in the browser. Этот софт работает в браузере, то есть не надо устанавливать никакое дополнительное программное обеспечение. You have your personal account where you'll find your own projects, but also projects which are shared by someone else. So you can work together online on the projects. Здесь вы можете найти свои проекты, то есть у вас будет свой кабинет, и, соответственно, там будут ваши личные проекты, а также те проекты, которыми, возможно, с вами кто-то поделился, и вы можете совместно вести такие проекты. I show you very briefly how I create a new project. Покажу вам, как можно создать вот такой проект, простейший какой-то. Have to log in, sorry. Нужно залогиниться. New. First of all, I need a room. This can be either created as a shoebox inside the software, or I import it from ease export or from export from SketchUp Vectorworks. Соответственно, мы можем либо создать само помещение, в котором мы будем моделировать с нуля, либо можем его импортировать из программы ease или из программы SketchUp. Then I have the room. Таким образом, вот у нас есть помещение. I put listener planes. Указываем, соответственно, зоны слушателей. Then I put a beam steering speaker because we are talking here about beam steering. Дальше мы размещаем звуковые колонки с управляемым лучом. But could be any other speaker out of the Fohhn portfolio, so all passive range, everything is there. Можно, разумеется, использовать любые звуковые системы, которые производит компания Fohhn. I just place it here on the wall. Automatically, it's at the right position, and I could still change it if I like. Я размещаю эту колонку непосредственно на стене, она прямо сразу сама к ней прилипает, но, разумеется, я могу ее дальше подвигать так, как мне необходимо. I turn it a bit to the middle. Я ее немножечко разверну к центру. And I have here exactly the same parameters as you've been seen in the Fohhn Audio soft, so in the software for adjust the speakers on site. И здесь у меня есть возможность использовать те же самые параметры, которые мы вот уже видели, которые настраиваются непосредственно на объекте. So usually I adjust my beam to the last third of the hall. Обычно я направляю луч на дальнюю треть помещения. Maybe I'll open it a bit. So this is part of your simulation process that you can optimize your settings. And in this case, I simply press the button F9 to run the simulation. Соответственно, здесь вот мы, иными словами, мы как-то это все оптимизируем, чтобы закрыть максимально слушательскую зону, и жмем F9 для того, чтобы сделать моделирование. And now I see the result for different frequencies. И теперь я вижу результат для различных частот. Вот вы здесь слева видите, он устанавливает разные частоты. And if I go through the frequencies, I see that the balcony is not covered above 500 Hertz. И вот мы видим, что, например, балкон выше 500 Гц вообще никаким образом не закрыт. То есть на него звук не попадает. I select the speaker and use the second beam.
Что я тогда делаю? Я выбираю снова эту же колонку и использую второй луч. Put here 6.5 and open up 5.5, sorry, 5.5. Точно так же раскрываю луч так, как нам необходимо. Important, I only use the high frequencies, so I make a cutoff at 500 Hz because I have no interest of doubling the low frequency there. Соответственно, я работаю только с средними и высокими частотами, то есть мы ниже 500 Гц в данном случае ничего не делаем, то есть мы обрезаем все, что ниже 500 Гц в данном случае. I run a new simulation. Мы делаем снова симуляцию. And I see immediately the result, and I can even compare here. И, соответственно, я получаю сразу результаты, я могу даже вот сравнить то, что было, и то, что стало. Очень удобно. I guess you can imagine that we have all tools integrated which you need to create your proper simulation, so you can also mirror your speakers. Разумеется, здесь есть масса всяких удобств. Можно, например, копировать колонку, чтобы она отображалась зеркальным образом, вторая. And the important point is that here we are not limited to direct SPL. As soon as we assign the reverberation time, we can also calculate total SPL and STI. Мы здесь не ограничены только прямым звуковым давлением, но если мы указываем, какое время реверберации будет в помещении, то мы можем получить также значение по общему звуковому давлению. И you said total SPL and also STI, right? Yes, so here you can see it. You can get total direct SPL per frequency and broadband. You can get total SPL per frequency, 1 octave or third octave, and STI male and female. То есть мы можем, соответственно, по каждой частоте посмотреть прямое и общее звуковое давление, а также разборчивость речи мужского и женского голоса. You have also a database where you can assign manually the wall materials and derive out of these wall materials the global reverberation time. Кроме того, здесь у нас есть стандартные материалы стен, которые вы можете установить для того, чтобы, собственно, смоделировать то время реверберации, которое может быть в данном конкретном помещении. And you can even enter your own materials. So on the database, you can also assign new materials. If you have a data sheet for manufacture, for example, for a wall, you can simply apply it to your program. Точно так же вы можете внести собственные материалы для стен, пола, потолка. Если у вас есть данные значения тех материалов, которые вы планируете использовать от производителя, то, соответственно, тогда ваша модель будет еще более точной. So, from my point of view, a very powerful tool. We are very happy of having this. One main feature I'd still like to highlight, there is a report configurator integrated, which allows you to create PDF automatically. И, соответственно, с моей точки зрения, говорит Сэмюэль, это очень мощный функционал, который может использовать, как вы видите, абсолютно любой инженер для того, чтобы, по крайней мере, посмотреть в общем и целом, что можно ожидать от зала. И здесь вот есть еще такой очень классный инструмент, который позволяет сгенерировать отчет о том, что мы, собственно говоря, сделали. Then you can even modify your report. А потом мы можем, соответственно, сделать какую-то модификацию этого отчета. And at the end, if there is any modification in your simulation, you can simply update the report, and all screenshots inside the report are automatically updated, even the ones which you added by your own. So if you made their modifications, everything is updated. И, соответственно, если после того, как мы создали этот отчет, мы в системе сделали какие-то новые модификации, то она нам, соответственно, выдаст новый отчет со всеми уже новыми скриншотами, которые вот мы получили бы с учетом всех последних изменений. At the same time, I just clicked through the entire process, and you see you got immediately a report with a table of content, predefined text,
which can Вот. be modified according to your requirements. То есть, соответственно, вот здесь мы получаем отчет с заранее заготовленным текстом, который, разумеется, можно исправить по необходимости, и, соответственно, вот здесь уже все для нас подготовлено. And you can add many more things like statistical evaluation. И точно так же мы можем добавить различную статистику. В общем, много-много всего здесь, чего есть. Just want to invite you to have a closer look at this tool, which Хотим will bring you пригласить вас a lot of fun from my point of view. посмотреть более внимательно на вот этот вот софт Fohhn Designer, и те из вас, кто занимаются вот таким вот моделированием звуковых систем, уверен, что это классный инструмент, с которым и интересно поработать, и, собственно, потом интересно посмотреть, а что получилось после этой работы, то есть непосредственно во время внедрения. Just still want to highlight that we've fulfilled, you could say, our entire amp range. So in the meantime, we offer 4 different modules from very small to very big. I go there quite fast in saying that we have here also very economically interesting products. So it's the same phone quality that you are used to, which is well known. Соответственно, Сэмюэль, don't rush. We are fine. Sorry. Соответственно, также Сэмюэль хотел бы еще обратить внимание, что помимо вот всех вот тех красот, о которых мы поговорили в разрезе колонок с управляемым лучом, также у Fohhn недавно произошла смена линейки усилителей. У них появились достаточно недорогие усилители 4-канальные, 4 по 100 Вт, вот 4 по 600 Вт. So, for example, the MA series, MA 4.100, MA 4.600, have available in Dante version or analog version. И эти усилители есть с аналоговыми входами или с Dante входами. And the analog version is even with mic preamp, so you can switch it as a mic preamp, and internally it's a matrix 4x4. И, соответственно, внутри этих усилителей, вот о которых мы говорим сейчас, серии MA, есть матрица 4x4. На аналоговых входах есть микрофонный предусилитель. The MA 4.100 you can even run on 70 or 100 volt. So также можем использовать линии 100-вольтовые или 70-вольтовые, если необходимо. All our passive range is also available with 100 volt transformers inside. И, соответственно, пассивные колонки, которые поставляет компания Fohhn, все они могут работать с трансформаторами на 100 вольт. The configuration can be done either by USB-C here at the front or through the Fohhn net communication protocol, which can be RS485 or integrated into Ethernet and so on. И, соответственно, управление этим усилителем, и настройки его могут быть как вот на передней панели через порт USB-C, так и через их систему Fohhn Net, через Ethernet и так далее. And you saw already in Focus Venue there, you saw as an application also the range of our DI series amplifiers. So there we have 4 different models starting at 4 times 1000 Watt, going up for the double 18-inch subs with 2 times 4000 Watt. At any amp you can put any Fohhn speaker. И, соответственно, также вот новая линейка серии DI, начиная с 4 по 1000 Вт и заканчивая 2-канальными усилителями по 4000 Вт, которые обычно работают на вот их самые мощные сабвуферы 18-дюймовые, но понятно, что все эти усилители могут также использоваться с любыми другими колонками Fohhn. Throughout all Fohhn products, the DSP structure is the same, so you don't you can simply control every unit together with another unit. И, соответственно, поскольку структура вот аудиопроцессоров, которые встроены в усилители, весь подход, он идентичный, то вы, в принципе, можете как бы с помощью процессора в усилителе довольно много что сделать с точки зрения настройки всей системы. Now I skip and go directly to training. We'd like to invite you, if you are interested, to participate in one of our online trainings for the Fohhn Designer
also offer together with Brülov in Russian language. You can simply get to know the Fohhn Designer. Хотим вас также пригласить на отдельное мероприятие, которое вот называется онлайн-тренинг, то есть компания Fohhn проводит свои тренинги по вот этому софту Fohhn Designer, о котором мы только что рассказали. И, возможно, мы также организуем такое же мероприятие с переводом на русский язык. So just let us know, and I say thank you for your time and joining. And of course, I'm now more than open for any questions which you might have. Окей. Есть, соответственно, время для вопросов. Я сейчас возвращаюсь в самое начало нашего чата и постараюсь по всем этим вопросам пройти. So there is a question from Alexander. He says that RCF has similar line, which is called VCA. Is the linear focus is the competitor of that RCF VCA line? So principally, at the end, you cannot say that which product is a competitor of which product in that way. So there, of course, there are many products on the market which has a kind of beam steering inside. Ну, то есть довольно сложно говорить о каких-то, о точной прямой взаимосвязи вот с точки зрения сравнений, то есть является ли там одна линейка прямым конкурентом другой. Понятно, что на рынке есть сейчас достаточно большое количество предложений похожих. And how it's then put into practice, the approach is quite different. So, но подходы бывают достаточно разными в этом смысле. And this means also you have to compare each single product with each other. So there is no principal answer in like this is like that. Ну, то есть, иными словами, сложно сказать однозначно, что вот они являются там прямыми конкурентами или нет. Наверное, нужно вот сравнивать, как обычно там слушать и так далее. Что-то такое. Okay, next question is Евгений asks, максимальный эффект сужения луча достигается на расстоянии в 10 размеров колонки. Следовательно, 1,3 метра колонка эффективна на 13 метрах. А как же быть с тем, что, как правило, спикер с микрофоном находится около громкоговорителя? Okay, so so Evgeny says that when we are talking about standard line arrays, the maximum effect of the maximum effect starts when with 10 times the speaker dimension. So in other words, if the speaker is 1.3 meters, it becomes effective only starting from 13 meters. And what do we do when the speaker has the microphone? So is it the same with your technology, or it's different? No, I think the explanation is a bit too short in saying it's 10 times it, because of course it depends on the dimension of the speaker. What does it mean? That's the picture which I showed a bit earlier. То есть на самом деле тут сейчас вот Сэмюэль хочет показать картинку, которую он уже показывал. So this means to achieve a certain pattern, you need a certain length of the speaker. So meaning to control 200 hertz precisely, you need 3 meter 40 as a wavelength. And that, I think that corresponds with this explanation. То есть вот то, по крайней мере, как Сэмюэль на это отвечает, что если у нас есть... Если мы хотим полноценно управлять звуком на частоте 100 Гц, например, то, соответственно, вот нам необходимо, чтобы длина колонки была там 3,5 метра. И вопрос, соответственно, либо мы такую колонку используем, ну, либо, получается, понимаем, что на вот этих низких частотах мы будем менее эффективны с точки зрения управления. Надеюсь... Sorry? Of course. You have also to consider that any line source speakers if you have a look from a big distance to it, it will be a point source speaker. Why? Imagine you simply zoom out, you go away, then it will become anyway a single point. И еще то, что нужно понимать, что в любом случае, когда мы отдаляемся от любой звуковой колонны, она в пределе становится точечным источником. То есть, условно говоря, представьте себе, что мы отошли, сделали зум-аут там на картинке, она в любом случае, вот она станет при максимальном
уменьшении она станет просто как точечный источник. And this means this physical background is valid for all systems. И поэтому вот эти физические характеристики, они как бы будут работать на всех типах колонок. Окей, Евгений, если вдруг ответили не полностью, то, пожалуйста, еще допишите, и я постараюсь более полно уточнить тогда у Сэмюэля. Сергей asks, which range of the frequencies can we control? At the end, there is no limit to the low frequencies because you can. I can show this also in the Fohhn Audio soft. Сейчас Сэмюэль покажет на софте, собственно говоря, как у нас это все происходит. So here you see I'm having a look at a certain frequency, and if Здесь I go вот я смотрю, соответственно, на какую-то частоту, и если я иду ниже, and if I go down in frequency, it will become an omnidirectional source, as we saw it before, due to the fact that the length of the speaker is limited. Окей, то есть и получается, что чем ниже мы идем, тем больше эта колонка становится точечным источником, излучающим во все стороны. I think that the question was then on which effective range, and then we go back to the previous answer, right? Because effectively, so the effective range, there is no hard cut, but you can say for this product at I would say from 400 hertz, you are roughly starting. So that's also once more related to the question of the wavelength. So it's the same picture which I've just shown. But you mean this product is what? This is DLI 230. No, this is 230. Окей, ну то есть если говорить о конкретно предметно этой модели, которая здесь у нас в программе DLI 230, то есть двухметровая колонка, то есть вот мы эффективно можем с ней работать где-то с 400 Гц. So here you see also roughly the relation 400 Hertz. Wavelength is nearly 1 meter below, and if you have doubled of it, then you are at 2 meters. So just roundabout. Ну, то есть, короче говоря, мы становимся эффективны где-то. So it means, but I would like to double check also, Samuel. So it means that if our speaker is 2 meters, why don't we then control 200 hertz, but only 400? You still control it. You still control it in one way, but you don't have any more that precise control. So if I enter here 200 hertz, you see that the pattern is getting wider. So you have less control. Of course, it's more control than nothing. That's also clear. So if you compare this pattern to a point source pattern, then you have here much more control than a point source. Absolutely clear. Да, то есть получается, что вот для этой колонки и на 200 Гц мы тоже обеспечиваем вполне себе нормальное управление, то есть оно будет намного более точным по сравнению с точечным источником, но, соответственно, вот мы начинаем быть более эффективны, наверное, с 400 Гц для колонки высотой 2 метра. Хорошо, двигаем дальше по вопросам. It said that the beam dispersion angle is in horizontal 110 degrees and not 90 degrees, which you said. Okay, so in the data sheet, it's written down 110. Yeah. Yeah. So what you see is this is always frequency dependent. And, okay, ну, то есть понятно, что этот вопрос, он в любом случае всегда зависит от частоты. I can also, give me 1 second, I'll switch to that one. If we go here further, then you can also see what's happening if we have, or what you have to know about these kind of speakers. Here you see a passive line source speakers. Здесь вот мы сейчас чуть-чуть углубимся тогда в детали. Здесь вот мы видим пассивную колонку. On the left side, a 20 centimeter long speaker. On the right side, a 2 meter 20. Соответственно, слева 20 сантиметров колонка, справа 2 метра колонка. Now we are at 250 hertz. You see clearly the 2 meter 21 has already a certain direction. Соответственно, вот мы на 250 Гц видим, что колонка двухметровая уже имеет определенную направленность, тогда как короткая колонка 20-сантиметровая.
where the LEN 220, the 20 centimeter long is ideal point source speaker. В данном случае 20-сантиметровая колонка является идеальным точным источником, то есть она излучает во все стороны. And here, if I go up in frequency, you see that still, I would say the 2.20 long becomes a kind of donut. И если мы поднимаемся на 500 Гц, то вот двухметровая колонка приобретает вид такого донатса. And you see here the difference if I go up, and the more I go up in frequencies, it will become also more narrow, and that's exactly the fact. So if I measure at, for example, 1 kilohertz, that might be the case, or it's averaged over a certain frequency, so that you come to 110 degrees. И соответственно, если мы выходим на 1 килогерц, то мы вот видим еще более приплюснутую такую форму излучения, и, соответственно, понятно, что в зависимости от частоты мы будем получать и различный раскрыв тоже, горизонтальный. But if we are talking about then high frequencies, then you are in the category of 90 hertz, where you say, I have the feeling that it's covering this area correctly. Да, прошу прощения, это было про вертикальный раскрыв. А если мы говорим про горизонтальный раскрыв, so once again, so if we are talking about horizontal opening, then what? Yeah. So in practical use, you are like the perception when you get out of the horizontal coverage. This is for DLI at around 90 degrees. Ну вот, да, то есть вот по ощущениям все-таки обычно Сэмюэль говорит, что для колонок серии DLI это раскрыв 90 градусов, когда прям становится очевидно, что ты вышел из луча. So just want to highlight there is a difference at which frequency you have a look at. Да, это вот мы хотели показать, вот какая разница между, получается, колонками и точным источником. Okay, next question from Evgeny. He says, so you want to say that if we sit under the speaker with the microphone, for example, 90 centimeters from the floor, ranging 2 meters from the speaker, then the microphone will not be in the range of the speaker, right? This applies to the picture which you've been showing when we had this specific diagram when the sound like floats from in some strange way, not to the microphone. Yes. So I go back to this one. And, сейчас мы еще раз к этому вернемся, и Сэмюэль покажет еще раз. So at the end, you have to consider these as tools which you can use for adjusting the speakers on site. And, то есть в конечном счете, действительно, то есть мы можем это использовать как такой инструментарий для настройки на объекте. And exactly this is the case. So if you have a pulpit in front of the speaker, then you will get here less energy if you use this beam steering setting. So this is a tool to gain more gain before feedback. Соответственно, то есть действительно, вот если у нас стоит трибуна перед колонкой, то мы можем направить звук вот таким вот хитрым образом, что он не будет попадать вот здесь вот в микрофон. И самое классное, что мы можем это все заранее, ну, по крайней мере, предусмотреть на дизайне. But I have also to tell one thing. It's, of course, always a discussion where to place the speaker, because the coverage is one story, but the second point is exactly how I cover the area where the microphones are located. So if you have several choices, there might be another choice which is better, like putting the speaker, this is always my recommendation, to put the speaker entirely into the wall and hide it completely. So then you have the best result if you can make use of the, let's say, shadowing of the wall. So there you have always to respect the dimensions of the wavelength. Ну, то есть в любом случае всегда стоит вопрос о том, как правильно расположить колонки, и никто не отменяет разумного подхода в том, чтобы колонки не направлять в микрофон и по возможности как-то их ставить более адекватным, что ли, образом. Окей, следующий вопрос. Как решается проблема задержки звука?
в таких больших помещениях. And so the question is, how do you solve the problem of the delay in such a big rooms? Because when you have these several beams for the big rooms, there is also a question that the signal comes sooner to the front rows and later to the further rows. Yeah, this question I don't fully understand because, of course, that's the nature. Also, if I put a delay line, I would delay the delay line to meet the audience at the right time. So, but if we have just one source, then there is no delay as such, right? This is what you mean. No, there is. I have what. So, how is the delay composed? Yeah. I have the propagation within the hall, sure, but on this propagation, I would even delay speakers that I get the sound from the main system and the delay speaker at the same time. And then there is no additional delays on it. So what you have, I don't know if the question is related to this point. If I tilt it electronically, then I have, of course, this small delay. So I could say also the speaker is 50 centimeters put to the back. So time-wise, that's correct, but otherwise there is no, I don't see На самом деле, вот, Александр, может быть, вы можете пояснить более точно, в чем вопрос, потому что, в принципе, если мы имеем вот на том варианте, по крайней мере, который я понимаю, это вот две колонки, которые обслуживали сразу весь зал там и балконы, в принципе, как таковая задержка, она там не возникает, потому что у нас нету дополнительных колонок, которые подзвучивают там подбалконные какие-то пространства, и, соответственно, не нужно выставлять эту задержку. Или, может быть, мы не совсем правильно поняли вопрос. Тогда поясните, пожалуйста. You can maybe also ask if the question is related to a real experience with a beam steering product. Because I know that there are other products where there is a high delay on the speaker itself, which causes, of course, problems. So if you have already 10, 20 milliseconds delay on the speaker, then this causes a problem. But in our case, this question was not about the delay in the speaker. Сэмюэль предположил, что, может быть, это вопрос, касающийся того, что сами колонки создают задержку, но в данном случае точно как бы, эти колонки такую задержку не создают. The next question from Евгений. Разве низкая частота поддается подобному управлению в массиве? Can you please tell us more about beam steering for the subwoofer arrays? How you arrange that? Absolutely. So I can show it here. I guess you still see my software here? Yes. Сейчас Сэмюэль в двух словах пояснит, каким образом мы обеспечиваем задержку прошу прощения, управляемый луч на низких частотах. So you can just download the software, as I said, and do it on your own. I select a DI amplifier, for example, with 4 channels. Например, мы выбираем усилитель DI четырехканальный. I've put 2 pieces, so in total I have 8 channels. Для того, чтобы нам получить 8 каналов. I can switch here to that view. There I see all the output channels. И здесь мы, если переключаемся на вид громкоговорителей, мы здесь видим все наши выходные каналы. Important is that they are now all together like that. Важно, что они здесь все вместе. I select all and assign first a speaker preset. So the amplifier need to know what kind of speaker is connected. И, соответственно, вначале мы устанавливаем пресеты для этих колонок. Важно, чтобы усилитель знал, с какими колонками он работает. By mistake, we had still another product inside. So the DLI speaker there, I cannot assign a speaker preset. So therefore, I put it only the 8 speakers from the amps. And I select, let's say, a 12-inch subwoofer. Doesn't matter. Да, и, соответственно, вот устанавливаем, например, неважно, любой сабвуфер здесь. And now I still all selected, right-click, combine speakers. Теперь мы выбираем их все вместе и объединяем. Здесь есть функция combine. And now I'm asked, what is the distance between the speakers? И программа спрашивает, какое расстояние между колонками, между центрами колонок. I have to know and have to enter, and this has to be a reasonable value to match with the frequency range I'm working in. So I'm using, in that case, 1,30 meters. И, соответственно, мы должны знать какое-то расстояние. Это должно быть разумное расстояние в разрезе длины волны. Мы здесь выбираем, например, вот 1,30 метра. Okay. Now all is together. Теперь вот они все вместе в одной группе.
there's a small C indicating that. И здесь вот маленькая буква C, она это показывает. Go to Beam Stearing, and now there appeared a virtual device, because there is an ID with 4 digits called subarray. И здесь, соответственно, у нас появился виртуальный прибор, который называется subarray. Now everything is red, okay? Сейчас все у нас черное. I have, Ой, прошу прощения, красное. if I like, I can also move the array. And so this is the characteristics when I put simply the subs next to each other. Это вот просто характеристики, которые мы бы получили, если бы поставили сабвуферы рядом друг с другом. I can still apply the side lobe algorithm. So I have at the end all the same parameters as I have it also for the other. Здесь мы уже можем применить вот алгоритм для того, чтобы убрать вот эти вот сторонние выбросы, это алгоритм, который есть вот в этих колонках, в этом программном обеспечении Fohhn. And I can bring the sound to the location where I'd like to have it. И теперь, соответственно, So you mean that using this side lobes algorithm, you provide this... No, side lobe algorithm means simply that the sound emitted to the side is reduced. So you get a more clear picture if you use side lobe optimize. Окей. Ну, то есть, по сути дела, это мы просто side lobe, это мы оптимизируем направленность, а дальше мы вот точно так же, как и в колонках с управляемым лучом, мы, собственно говоря, точно так же теперь можем из этого программного обеспечения управлять лучом низкочастотным. But how do you get this physically? How is it physically done? Physically? Yes. Я спрашиваю, как они физически достигают такой направленности? So you, let's say I change here the scale, and then you see here all the different sources. So there you see the subwoofers. И здесь вот, если я сейчас изменю масштаб, то вы здесь вот видите все вот эти сабвуферы. Вот как они у нас тут расположены. And we have even a better tool. Есть у нас called Fohhn Designer. There I can show exactly the same, but there you see how it looks like. Я вам сейчас покажу, это прямо вот ровно то же самое, но только то, как это выглядит в трехмерном представлении. So 1 second, the new project is loading. I create a listener area. Сейчас, соответственно, мы загружаем новый проект, создаем слушательские зоны. Add loudspeaker. И затем добавляем громкоговорители. And in this case, I can enter at the loudspeaker how many pieces I'd like to use. И здесь я могу прям сразу указать, сколько у меня таких громкоговорителей будет. And I can also decide in which direction the speakers shall be used. И также укажу, в каком направлении они будут расставлены. So this would be a vertical subarray, but I can, for example, show you also an end-fired array. Мы можем делать, в принципе, в данном случае у нас будет вертикальный array, но мы точно так же можем делать и горизонтальные. So I put the speakers next to each other. I keep a small gap in between. Здесь мы расставляем колонки, сабвуферы на расстоянии где-то 40 сантиметров, небольшое расстояние. In this case, I bring the beam. Now the beam is going to the side, but I'd like to have it at 90 degrees. So it shall go to the front. So this is an end-fired configuration, which can be... End-fired, you said? Yes, end-fired application. So that's one version of a subarray. It's an end-fired. Окей, ну, здесь вот это одна из версий звуковых массивов с сабвуферами, которые называют end-fired. So imagine here is the stage, and the subs are just below the stage. Could be one. То есть, условно говоря, например, вот эта сцена, и сабвуферы находятся под сценой. I press F9. И мы, соответственно, моделируем. And of course, I have go down in the frequency, and what you see already at 125 Hertz, all the energy is thrown to one side. И вот, соответственно, то есть то, что мы запрограммировали, это мы сделали, чтобы сделали так, чтобы направленность была в вот совершенно конкретную сторону, и он там программировал угол 90 градусов раскрытия. But I could also do a horizontal array.
and I bring the sound, for example, to one side, let's say like this. И точно, аналогичным образом вот мы можем делать горизонтальный array и, соответственно, точно так же управлять лучом. So just as an example, I could say, okay, here I have a bar area, here I want to have less sound, so I'd simply give the direction where the sound should go to. То есть, например, вот в той зоне, где нам не нужен звук, там, например, барная зона, и мы, соответственно, туда звук не направляем, а направляем все в зону, где, собственно, концерт. Still, in that case, I also see that the same energy is thrown to the back, so I can also put another delay, not another delay, another sub-array on top of it with inverted characteristics to create a cardioid setup. И, соответственно, в данном случае вот у нас идет, получается, звук вперед и назад, то есть и если мы хотим, чтобы звук шел еще более направленно, то мы, соответственно, делаем еще один массив, который будет в противофазе играть, и, соответственно, тогда у нас будет звук идти только в ту сторону, которая нам необходима. So I can, guessing that you are interested in it, I just show you the result here for one single subwoofer. То есть вот покажу сейчас пример, то есть, условно говоря, просто для одного сабвуфера. I changed the simulation to 1/3 octave, and you see it's a perfect point source, so always a circle around the speaker. Вот, соответственно, то есть, ну вот на какой-то конкретной частоте мы можем видеть, на любой частоте сабвуфер является в данном случае идеальным точечным источником. I copied the speaker and paste it. И, соответственно, вот я их копирую. Now I have to turn it around by 180 degrees. And, sorry. Put it on top of the other. И ставлю теперь их друг на друга. Now I have to enter the values which have to be applied for such a cardioid setup. И сейчас мне необходимо ввести определенные значения, которые будут использоваться для такого кардиоидного сетапа, для такой настройки. Consisting of gain, delay, and very important, I have to invert the polarity for the reverse. Соответственно, то есть у нас мы вводим усиление, мы вводим задержку и полярность, и соответственно, инверсию полярности. I press F9 and I see the corresponding result. Жмем, соответственно, снова загружаем, моделируем систему и видим соответствующий результат. So here at the bottom we have the front, here the rear, and I can now go through the frequencies and you see the corresponding dispersion. Соответственно, вот снизу это как бы то, куда они работают, и, соответственно, мы можем видеть дисперсию, какой она будет теперь. And I can easily make the comparison with the single subwoofer. So this is subwoofer without cardioid. То есть вот это вот сабвуфер без кардиоидной направленности. And this one with cardioid. А это с кардиоидной. На 80 Гц. I hope this explains the idea behind subarrays and also the possibility of simulating. Надеюсь, я пояснил. Если остаются какие-то еще вопросы, то, пожалуйста, тоже напишите. Окей, мы переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос. Сейчас, прошу прощения, мне кажется, я перебежал слишком низко. Yuri asks, can you please show how you choose the material of the walls in the menu? I have created here a new project, and so I have here the project with. So in fact, if you are coming back to the question of assigning wall materials. Итак, возвращаясь к вопросу о том, как мы назначаем материалы стен. I can select one single or several or all walls. Я могу выбрать только одну или несколько стен, или все сразу. And on the left side, I have the context menu for these walls, these selected walls. И, соответственно, для вот выбранных стен у меня есть контекстное меню. So I can go to material and say import from database. И, соответственно, я могу перейти вот в раздел материалы и указать импорт из базы данных.
And I can search, for example, just to keep the case simple, absorber 50%. И, например, я могу вот выбрать для простоты поглощающий материал на 50%. Import and apply to wall materials. И я его, соответственно, импортирую и применяю. So no matter which wall I select, И неважно, какую стену я выберу, it's always written down the material I've chosen. И, соответственно, будет указан материал, который я использую. But I could also say, I have here listener planes. I assign to these planes another value for absorption. А, например, для зон, где находятся слушатели, я могу указать совершенно другой какой-то показатель и, соответственно, другой материал вообще указать. Therefore, I search for public. Например, мы здесь можем выбрать параметр, который называется публика. And apply it. I can still select another color simply to recognize that these walls are used with another И, material. соответственно, здесь я могу выбрать вот тогда такой материал и, соответственно, отметить его каким-то другим цветом, чтобы было понятно, что здесь у нас материал другой, не такой же, как стены. I could also search for the stage, for example, parquet. So this is German. That's for me easier. And, например, для сцены мы можем использовать паркет. Тоже выбираем паркет, отмечаем его каким-то своим цветом, и вот тогда он будет выглядеть вот так вот, более наглядно. And assign to the material parquet another color. So anyway, now I have assigned wall materials. И таким образом я вот назначил материалы стен, материалы, в принципе, поверхностей. Global room properties. Дальше я захожу в свойства помещения. And now I'm not say I measured the data, so usually I would enter here the values if I have it from acoustical consultant for regulation. Wherever. Соответственно, если, то есть вот здесь вот мы можем с точки зрения времени реверберации указать, сделать два подхода. Либо измеренное время, то есть если консультант какой-то, который уже был на объекте, он это измерил, тогда мы его вводим просто конкретно цифрами, либо мы можем выбрать Calculate from Wall Materials, и тогда, соответственно, у нас будут расчеты браться расчетные здесь. And automatically the reverberation time is derived from these wall materials. И тогда, соответственно, время реверберации у нас рассчитывается вот именно исходя из тех материалов поверхности, которые мы ввели. You see here also a green sign indicating that this the information matches together. So we have information of wall materials with their surface, we have information of the room volume, and we have the reverberation time now calculated based on it, and this all matches together. Ну и вот этот зелененький кружочек с галочкой, он означает, что у нас нету никаких ошибок, то есть у нас что у нас есть замкнутый объем, что в этом объеме у нас, соответственно, указаны все необходимые параметры материалов и что, ну, собственно, что это правильно посчитанные данные. I just run now a simulation, and then we can also see what's the impact of such given room information. И мы можем, например, сейчас провести таким образом акустическую симуляцию и понять, какие у нас произошли изменения после того, как мы назначили вот эти свойства поверхностям. Because now I can switch between direct SPL and total SPL, and I will see the difference. И теперь я могу, соответственно, переключаться между прямым и общим звуковым давлением, и я буду, соответственно, видеть разницу. So I can also evaluate the values and make the direct comparison between И, total соответственно, and direct SPL. я могу посмотреть на характеристики с точки зрения звукового давления и, соответственно, сравнить их, что будет при прямом уровне звукового давления и при общем уровне звукового давления, total SPL. I can also see the spectrum, for example, at this position. So I can click on any position and I will see the spectrum. So what I see is that in low frequency, I have more reverberant energy than in high frequency. Why? И мы можем в том числе смотреть спектр по каждой частоте. И вот мы здесь видим, например, что на низких частотах более реверберационное пространство получается. И почему так? Either because I have there a higher
reverberation time in low frequency. Либо это потому, что у нас более высокое время реверберации на низких частотах, Or because I have less control of low frequency или потому, because что of у the нас size of the speaker. меньше контроля вот этими низкими частотами из-за того, что недостаточно длинные громкоговорители. And of course, I can now switch also, as I have the information of the room acoustics, also to SDI, and I get the corresponding values. И, соответственно, теперь мы можем также переключиться на то, чтобы посмотреть, какой будет разборчивость речи, и, соответственно, вот увидеть, что здесь в данном конкретном примере очень высокие показатели получились. Но это, естественно, просто Due to our пример. absorber, the values are quite good in this Да, case. за счет того, что мы поставили очень большую абсорбцию в стенах, соответственно, получили очень высокие показатели разборчивости. Say thanks a lot for joining. Hope to see you soon in one way or another again. And yeah, thanks for being here. Благодарит всех за то, что вы присоединились к нашему вебинару. Я тоже со своей стороны искренне вас благодарю. Понимаю, что, наверное, уже такое количество вебинаров зашкаливает, и все, возможно, уже устали и от этого тоже формата проведения мероприятий. Тем не менее, надеюсь, что мероприятие было полезным, и желаю всем всего хорошего и надеюсь до новых встреч на наших мероприятиях в онлайне, а в дальнейшем и в офлайне. Всего доброго. До свидания.